Всем привет! Продолжаем играть в Моровинд. Нахожусь я внезапно в Альдруне. Вне записи я проделал некоторые действия. А именно, потратил святош. Первый предмет зачарованный вот такой щит алчущего. Вызов алчущего на постоянный эффект. Ну и свет, как бы, чтобы заполнить просто там пару пунктов лишних. Алчущий практически идеально влез в этот вот щит. К сожалению, ростового щита нет, иначе я бы сюда впихнул еще что-нибудь. Также я закупился камнями душ, большая их часть лежит в наемнике. Второй предмет зачарованный я покажу сейчас чуть позже. Накрафтил я зелий, восстановление магии, восстановление здоровья. Через это произошло у меня прокачка навыков, сейчас у меня 7 из 10. Вне записи я пробежался по учителям, подкачал себе навыки на выносливость и на ловкость. Я вспомнил, что у нас есть торговец, который добавлен официальным модом, который продает луки и стрелы в Вивике. И вот она качает меткость. Не знаю до каких цифр, поскольку меткость у меня была изначально не раскачана. То есть я вот на десяточку качнул и таким образом получил бонус к ловкости. Сейчас мы также качнем изменения, как раньше, и получим бонус еще небольшой к силе воли, но придется его взять и забить пока что на удачу, хотя я обещал. Я помню, что удачу буду качать, но сейчас вот такая ситуация, что пока не до удачи, короче говоря. Давайте смотреть дальше. Притащил я нашего наемника, экипировал его таким вот образом. Частично в среднюю броню, частично в тяжелую. Вот камни душ, которые я наторговал. Ну, прокачивалась у меня там торговля, красноречие, пока все это я делал. Решил я дать ему тяжелые вот эти перчатки, тяжелый шлем. Понятно, что навыки у него на среднюю броню. Я тестировал, давал ему разную броню, разное оружие и выяснил, что он предпочитает именно среднюю броню. Но поскольку у нас уже есть эти предметы и они неплохи, почему бы их не использовать? Я хочу еще все-таки погонять нашего наемника, чтобы он... Может быть, он раскроется. Также. Сейчас мы возьмем, если я найду, где у меня эта штука, амулет, призывающий меч. Мне кажется, я его зачаровывал. Где-то он был. Вот он. Сейчас объясню, зачем это нужно. Также я нанял второго наемника. Ну, временно мы заберем у него вот этот амулет, отдадим ему вот это. Сейчас все объясню. Нанял второго наемника, лучника аргонянина. Экипировал его тоже странным образом. Ну, призванный лук. Это я зачаровал второй предмет. Второго святоша я использовал. Вот такая рубашка. Восстановление запас сил влезло 5 пунктов и призванный лук. Также я временно дал ему пояс вот этого сангвина, тут по 5 пунктов. Также дал амулет сангвина, тоже 5 пунктов на легкие доспехи. Другого ничего пока что нет, пусть таскает. Давно у меня валялись уже вот эти вот перчатки. Тут щит и ловкость тоже по 5 пунктов и 10 пунктов щита. Давным-давно у меня лежит уже кераса, вот это прекрасное сопротивление магии 60%. Также я накупил вот этих стрел и звездочек в том же самом магазине модовом, который добавлен официальным модом. Ну и на всякий случай дал ему вот этот кинжальчик на паралич. Вот думаю, кому отдать щит. Либо самому таскать, либо отдать аргонянину. Пока что мы и будем тестировать это все. Сейчас мы берем с собой Редгарда и попробуем все-таки еще разочек схватиться со святошей, но я тут подумал, еще не тестировал, мы с вами сделаем это вместе. Сначала мы будем агрить святошу, а потом уже ткнем в Редгарда, чтобы он как бы за нами следовал. Смотрите, сейчас мы его оставляем ждать. Так, и, кстати, можно будет призвать алчущего тоже после того, как сагрится святоша. Я надеюсь, что так проканает.
Немного изменил я горячие клавиши. Убрал отсюда алчащего. Призывать мы его заклинанием не будем. Я надеюсь. Ну что, давайте тестировать. Призываем Святошу. Накладываем заключение. Драконим его. И сдохнем. И да, я не сохранился. Твою мать. Ладно. Ладно, все то же самое делаем. Ну, это амулет просто для того, чтобы не тратились заряды. Чтобы он бил Святошу призванным мечом. Да, на призыв потратится какое-то время, но в данном случае это не особо важно. Пошел опять в обход. Давай, давай. Я слишком близко стою, видите, он сразу же раз и агрится. Надо отойти подальше. В данном случае мы тестируем, просто я попробую от одного Святошу захватить, может быть получится. Давайте пусть он стоит вот здесь. А мы вот здесь вот сохранимся. Призываем. Накладываем. Стучим по ней. И бежим. Так. За мной. Так, ну он тут пытается что-то колдовать. Это потому, что он, видимо, отдохнул. А мы с вами призываем алчущего и уходим в невидимость. Тут у меня кольцо Азуры, но сейчас мы его снимем, а наденем вот это вот на невидимость. Ну, так работает, смотрите, то есть наши компаньоны прекрасно агрятся на Святошу. Но вот меч он почему-то призывать не стал. Вот это, конечно, ход странный. А я отдал ему амулет? Ну да, амулет я отдал. А где меч? Какого хрена? Блин. Давайте загрузимся. Все-таки меч придется отдать. Орк призывал меч, а этот Редгард что-то не хочет. Ладно. А, потому что он... я не забрал у него этот амулет, видимо, да? А ну-ка. Давайте так попробуем. Так. Добрый день, Брэддон. Что я могу Не знаю, добрый ли он. Да, вот он призывает меч, а мы как раз применяем алчущего и невидимость. Сначала он тут... Так, какая-то странная тема. Алчущий сагрился на наемника. Может быть, мы уберем алчущего тогда? Так, он какой-то щит колдует. Потом призывает меч. И вот сейчас, наверное, можно попробовать алчущего колдануть. Нет. Алчущий играет против нас. Давай. Я в тебя верю. Нет. Времени тупо не хватило. Ну, значит, этот метод не работает. Загружаемся. Это слишком сложно, видимо. Слишком мало живет наш Святоша. Возвращаем все как было. Значит, амулет этот забираем, меч возвращаем. Пусть он пока стоит здесь, а я сгоняю в Садрит Мора. Все-таки к учителю. Как изначально и было задумано. Эксперимент опять не удался. Короче, захватывать призванного Святошу сложно. Нашими методами, по крайней мере. Так, в Садрит Мора. Да, можно было второго наемника тоже подтянуть, но городить это все мне что-то... Ну, не прет, короче. Ради того, чтобы захватывать Святошу. Это и так уже как бы такой прием
сомнительный. А если ради этого еще делать такие странные движения... Так, здесь мы сразу наверх, уже известным путем. И направо. И вот наша Орда-Румы. Как дела? Давайте обучаться Мы можем изменению. Буквально 3 раза. И у нас будет уровень. Отлично. Отлично. Значит, мы имеем 26-й будущий уровень. Бонус к силе воли всего 2. Но в наших условиях... Что я делаю? Надо применить божественное вмешательство. Сейчас повысим уровень и потащим наших наемников на Солсхейм тестировать. Дальше тестировать. Вот здесь вот повышаем уровень. Значит, берем силу воли, ловкость и выносливость. 26-й. Итого у нас 115 теперь здоровья. Ну, довольно много запаса сил. По второстепенным и маловажным навыкам можете сами посмотреть. Неплохо раскачана у меня вот акробатика, краса, внезапно, безопасность. Даже рукопашный бой вот. То есть чисто теоретически я мог бы уже воевать, например, вот длинными клинками. Но делать я этого, конечно, не буду. Так, я должен снова забрать вот здесь вот. Подожди, или я забрал? Наверное, я уже забрал. Так, да, пояс на нем, амулет на нем. Значит, мы его забираем. Забираем Редгарда. Бегает он, мне кажется, побыстрее. Чем могу помочь? Смотрим, значит, зелье у него есть, меч есть. Вот что с этим щитом делать. Ну, мы будем сейчас пробовать. Все будем пробовать. Часть свитков я также продал там в Марнхолде, когда закупал камни душ. Свитков у меня слишком много. И я большей частью их не пользуюсь и никогда не воспользуюсь. Да, смотрите, насколько быстрее бегает Тарганянин. Ну, так и должно быть, по идее. Отправляемся мы через Хул. Традиционным путем. Морским. Отправляемся мы в форт Иневой Бабочки. Так, ну тут наши ребята, видите, телепортируются хаотично. На рыбку сагрились. И он, кстати, хватает кинжал сразу. Блин, 2 заряда потратил на рыбу. Ладно. И вот сейчас как раз ночь, и может быть мы сможем застать оборотня, если это действительно он, потому что я, честно говоря, сомневаюсь в этом. Также, подождите секундочку, может быть мы сможем взять квест компании вот этой торговой. У тебя все в порядке. Что я могу для тебя сделать? Сейчас только надо вспомнить, где он сидит. Вот здесь, по-моему. Времени прошло значительное количество. И может быть новое задание нам доступно. Да, ты можешь оказаться полезным. Это простая работа, но ее нужно сделать. Я потратил огромное количество денег, чтобы обеспечить поставку с материка. Я хочу, чтобы ты убедился, что все идет по плану. Согласно моему графику, грузовое судно должно прибыть сегодня утром. Возьми у Фалька копию грузовой декларации. Кажется, я помню это задание. Это задание я помню. Ну, здесь мы прогуляемся. Я знаю, что можно через корабль перемещаться на Воронью скалу. Но мы... Кстати, не полный комплект у него. Наплечники я забыл. Ну ладно.
Ему броня как таковая не особо нужна. Я надеюсь, что в ближний бой он не полезет, а будет использовать лук. Если нет, то придется забрать у него этот кинжал. Сохраняемся и выдвигаемся. Да. Я про скорость. Вон он, по-моему, этот чувак ходит. Давайте посмотрим. Нет, это обычный берсерк. Да, он лезет. Нет, не лезет. Смотрите, нормально. То есть он использует стрелы, которые я ему дал. И неплохо так использует. Это берсерк. Это не тот, которого я имел в виду. Чувачок. Так, ну обычный волчара. Ядовитые стрелы используют. Но одного захватили, ладно. Упарываться не будем. Вот со сприганами мне связываться неохота. Все же. Для наших целей они не подходят для теста. Так, вон, по-моему, стоит. Вон там, вон. Там сприганы кругом, блин. Так, там тоже берсерк. Ну, по идее, если сейчас ночь, то должен стоять оборотень. А там стоит берсерк. А, вот он, вот он, вот он. Ну-ка. Ну-ка. Так, ну здесь нам понадобится наш алчущий. Давайте его призовем. Берсерк минус. Паралич на них работает, к счастью. А Редгард что-то затупил. Смотрите, он не атакует этого товарища. Половину хп только сняли, но атакует только Органянин, смотрите. Стрелами, конечно, он сносит неплохо. Плюс паралич. Может быть, вообще отказаться тогда от Редгарда. Вот эта связка тоже неплохо работает. Долго, правда. На каждого оборотня, видите, они тратят сколько времени и кучу стрел. Еще придется гонять за стрелами. Такие стрелы можно купить. Так, души у него нет, судя по всему, да? Понятно. Так, ну может быть у меня получится заразиться, если я буду тыкать вот так вот. Прошу прощения за мельтешение. Но, видимо, нет. Видимо, нужно, чтобы он атаковал. Я знаю, что основное заражение происходит сюжетным образом. С помощью скрипта. Но, в принципе, это неплохо. Эти оборотни слабее, чем те, которые нам встретятся в лабиринте. Там, по сюжету. Ну-ка, медведя давайте попробуем. Тоже какой-то чумной, судя по всему, медведь. По окрасу, если судить. Ядовитые стрелы предпочитает наш органянин. Но в этот раз, смотрите, нормально все прошло. Чумной действительно медведь. 300 емкостью. Давайте посмотрим. Да, у нас все перезаряжено. Я имел в виду амулет святоши. Там еще один медведь. Так мне нравится, в общем-то. Я думаю, что мы пока походим так. Единственное, что, конечно, вот надо еще найти наездников из приганов. И вот, кстати, это ведьма. Ведьма колдует и лечится. Но против наших двоих друзей она, видите, не смогла. Тяжелые сапоги. Ну, разве что для коллекции. Нет, брать мы их не будем. Коллекции у меня в этом прохождении никакой нет. Сохранимся.
Я считаю, что вполне они справляются, и, возможно, даже от Редгарда стоит отказаться в пользу Аргонянина. Мне он как-то больше нравится. Хролдера больше нет. А у нас есть другие проблемы. Да уж, наслышан про ваши проблемы. Судовая декларация. Я дал бы ее тебе, если бы она у меня была. Корабль не прибыл. Это может быть связано с тем, что Карниус никогда ничего не говорил о строительстве пристани, и где, интересно, должен швартоваться корабль такого размера. Я тут мало чем могу помочь. Все мое время уходит на то, чтобы следить за выполнением сроков строительства, поэтому я ничего не видел. Поговори с людьми, возможно, кто-нибудь из них скажет тебе больше. То есть нам нужно найти корабль и подобрать там груз. Давайте вот с людьми будем говорить. Может быть, я действительно что-то видел, раз уж ты упомянул это. Позапрошлой ночью я видел свет на северо-западе. Я подумал, что это может быть пиратский корабль или еще какой-нибудь. Меня это не волновало, и я не стал проверять. Но может быть, это действительно было грузовое судно. Значит, на северо-западе. Еще один день, еще одна. Туда и направимся. Но направимся с осторожностью. Все-таки... А, белый медведь, смотрите-ка. Снежный. Здесь они называются снежные. Его шкурка мне понадобится. Ну, смотрите, хорошо, он на рожон не лезет. Стреляет себе издалека, и это прекрасно. Душонка мы захватили. Шкуру тоже захватили. Там я вижу еще медведя, спригана. И вот здесь ведьма. Ведьму надо сагрить. К сожалению, она, видите, атакует магией довольно жестко. И агрится именно на меня. Но недолго музыка играла для ведьмы. Ничего ценного у нее, как всегда, нет. Давайте агрить спригана, посмотрим, как они справятся. Так, а он достал звездочки, смотрите. По какому принципу, интересно, он их расходует? Ну, сприган жил недолго. Ожидаемо, в общем-то. Третьего давайте захватим, когда он появится. Если успеем. Чтобы не обузить эту тему с возрождением сприганов, будем захватывать последнего. Ну или первого. Как получится. Он идет у нас великий камень. Емкость души у него довольно большая. И вот эти медведи мне нравятся. То, что они 300 емкостью. Хотя это обычный, скорее всего. Не чумной. Нам в любом случае нужно расчищать тут дорогу, потому что нам придется сопровождать тетку там с корабля. Если я не ошибаюсь. Так, да, это обычный медведь. Подожди, нет, набрал я. Чумной и просто гризли. Нет, тоже он 300. Хотя он слабее. То есть, получается, обделили только снежного медведя. По статам я там не знаю, что. Не смотрел. Смотрите, она сразу ринулась с ножом. Сразу на меня, сразу с ножом. Но тут даже, видите, даже обошлось дело без этого. Без алчущего. Давайте на продажу возьмем вот эту кирасу. Какая-то богатая ведьма. Видите, кинжал у нее специфический. Тот, который я и ожидал увидеть у всех ведьм. Вот по 1000 стоимостью. С ударом холода и уничтожением доспехов. Так, корабля пока не видно. Но он где-то на берегу тут будет в любом случае. Мы не пройдем мимо, я думаю. Так, берсерк. Берсерк сагрился на аргонянина, и он логично достал кинжал. Но почему-то паралич не проходит. Кинжалчик-то с параличом. А вот прошел паралич, и он лечится зачем-то. А, нет, это он взял лук.
Паралича там всего 10 секунд на кинжале. Но смотрите, интеллектуально он действует. То есть парализует, достает лук и атакует. Нормально, мне нравится. Ну какой-то берсерк жесткий. Может это еще один оборотень замаскированный. Уже наступило утро. Смотрите какой он. Давайте-ка призовем нашего товарища боевого. Что-то очень жесткий берсерк. Значит, это ни хрена не берсерк. Все же. Очень долго они с ним ковыряются. Наконец-то. Да, бормочащий лунатик это как раз таки оборотень. Сохраняемся. Сохраняемся и движемся дальше. Опять ведьма. Это какая-то нищая ведьма, видите, без характерного кинжальчика. Теперь они уже втроем, а значит у ведьмы шансов еще меньше. И волк согрелся. Ну ведьма, смотрите, живучая попалась. Ну, хоть так. Да, ведьма бедненькая. Но, видимо, хп много у нее. Ну и плюс закончились заряды на мече. Давайте его перезарядим. У нас есть вот тут камешки мелкие. Давайте начнем вот с этих вот. Это зачарование качается. Это приятно. Спригана побережем пока. Часть мы восстановили. Пока этого достаточно. Только надо вернуть меч. Сохраняемся и движемся дальше. Так, вот я вижу щетина спин и медведь. И вон он корабль. Я думаю, что их надо сагрить. Потому что они стоят тут на пути. Но этот долго не проживет, это понятно. Медведя тоже сагрим. По-моему, это чумной. Аргонянин какой разговорчивый. Видите, всех хочет убить. Да, этот медведь какой-то более живучий, при том, что Редгард не вступил в бой. Видите, он тупит. Отлично. Один разок все-таки успел ударить. Движемся дальше. Тут у нас какая-то пещерка и медведь. В пещерке я был? Да, в пещерке я был. Квестовая пещерка. Медведя давайте сагрим. Кстати, по поводу души оборотня, это же все-таки человек изначально, видимо, поэтому у него нет души. Вот интересно, те оборотни, которые изначально оборотни. Но у них, скорее всего, тоже нет, потому что по механике игры оборотни это аргоняне. О, драугры. Драугров мы еще, по-моему, не захватывали. Ой, 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 ой. Меня-то за что? Отлично, я считаю, вполне боеспособная группа у нас получилась. Причем живет алчище, видите, не дохнет. Ну, соберем нехитрый лут с них. Драугры, они здесь вот к кораблю относятся. То есть они как бы хотели напасть на корабль. Дневник дополнен. Тут мы видим трупики мертвого также драугра и выжившую подругу.
Забираем золотишко. Но нам нужно собрать здесь груз, а именно кирки. Давайте пусть они подождут. В любое время я всегда здесь. Оно что-то Ялчущего пока уберем. оно спрашивает. Нам нужно залезть на сам корабль каким-то образом. Ну да, левитация, видимо, придется использовать. Все, левитация закончилась. Заходим сюда и собираем все кирки, которые мы найдем. Я думаю, что мы сможем их унести по весу. Это нам не надо. Это мы забираем. Все эти кирочки купит у нас Фалька. Врагов здесь вроде бы нет. Вроде бы. Так. Сколько их здесь должно быть, я, честно говоря, не помню. Но какие найду, те заберу. Вот еще одна. Смотрим внимательно, чтобы не пропускать. По-моему, по 500 он их покупает. Или по 1000, что-то такое. При себестоимости их 8. Ну, то есть гораздо больше себестоимости он их покупает. Не помню точную цифру. Так, вот же, блин, я пропускаю. Все-таки пропускаю, друзья. На полу их несколько штук валялось. Они сливаются с текстурами, их плохо видно. Вот здесь надо все внимательно осмотреть в этих ящиках. Прохода вниз нет, видимо, он завален. И, в общем-то, дверь это не активна. Поэтому все они здесь. Ну, вроде бы все я осмотрел. 6 штук у меня получилось. Выходим. Разговариваем с женщиной. Кстати, Драугр пропал. Прогони их, ужасные твари! Ты не можешь бросить меня здесь. Ты не можешь быть таким бессердечным. Я здесь замерзну до смерти. Я не знаю, о чем я думал, решившись плыть на этом грузовом судне. Кто назначил древесного эльфа капитаном корабля? Мне стоило хоть немного подумать. А затем это ужасное кораблекрушение. И теперь все они мертвы, и все припасы утонули. И я просто хочу добраться до теплого места. Пожалуйста, возьми меня с собой. Конечно же, мы не оставим женщину в беде. Спасибо, говорит. Здесь даже не осталось никакой пищи, чтобы можно было выжить. Большинство припасов погибло. Но я думаю, ты должен отвезти меня к своему боссу. Кто он там? Я хочу сказать, ты не очень обиделся на то, что я предположила, что ты не босс. Просто люди, которые являются боссами чего-нибудь, не часто ходят по такой дикой местности в поисках людей, которым можно помочь. Они посылают других людей, чтобы они решали за них их проблемы. Разве нет? Эй, а почему мы еще никуда не идем? Уже идем, не переживай. Забираем наших ребят. Что-то бормочет. Здоровье у него полное. Всего 56 пунктов, кстати. Смотрим по стрелам, что. Ну, активно он расходует стрелы. Но есть еще звезды. В принципе, я думаю, что ненадолго их хватит ему. То есть нужно закупаться прямо сотнями этих стрел. Он их спамит жесточайше. Отправляемся. Тетка бегает резво. Быстрее даже, чем органянин. Но это разработчики, видимо, подкрутили скорость вот этим всем ребятам, которых нужно таскать по сравнению с оригинальной игрой. Потому что там все совсем печально было. Так, еще там медведь, но нам он не помешает, я думаю. Кстати, интересно, какой уровень у тетки. 30-й. То есть она даже больше меня. А кто она, кстати? Подождите, я что-то
Так, мелкий чиновник. Ну, она имперец, как видим по внешнему виду. В боевом смысле она не особо, видимо, сильная. И не вооружена. Смотрите, у нее нет. А, нет, какой-то сабля. Но эту саблю она мне отдаст потом, когда я ее доведу до этого. До поселения. Так, волк недобитый бродит, смотрите. Ну давайте сагрим его. Посмотрим, что будет. Подруга с саблей смело ринулась в бой. Волка мы захватили. Что у тебя по здоровью? Чуть-чуть он ей отстегнул. Смотрите, у нее 217 пунктов. А у нашего органианина 56. Интересно, да? Так, ну здесь уже никого нет. Смело бежим. Ребятки наши телепортируются, поэтому кажется, что они быстрее. Все. Не знаю, говорит, как благодарить тебя за мое спасение после этой ужасной катастрофы. Я уверен, что я буду прекрасно проводить время в этой колонии. Я надеюсь, что люди здесь милы и всегда готовы поболтать. А где сабля? Да уж, хуже. Давайте к ним подойдем. Неужели это опять ты? Осмелюсь сказать, ты один из самых приятных людей, что я встречала. А это о многом говорит. Не пари, говорит, чепухи. Ты уже доставил меня сюда. И куда еще я должна идти? Я думаю, я насмотрелась достаточно ужасов в этом лесу. Спасибо, я видела столько снега, скал и грязи, что с меня достаточно. Я больше с места не двинусь до конца своей жизни. Не обижайся, я просто пытаюсь вежливо объяснить тебе, что я больше никуда не пойду на этом острове. Ты ведь понимаешь это, да? Мудрое решение, но саблю вот она мне не отдала все-таки. Странно. Я так помню, что саблю она как-то отдавала. Может быть, я что-то не сделал? Давайте поговорим с этим. С Если не одно, так другое. Разбился, ты уверен? Но тогда мы мало что можем сделать. По крайней мере, хоть один человек выжил при этом. Я говорил Карниусу, что это плохая идея нанимать самый дешевый корабль. Но этот груз слишком важен, чтобы к этому относиться так беспечно. По крайней мере, ты разгадал эту загадку. Спасибо, что разобрался с этим. Теперь ты должен сообщить об этом Карниусу. Эй, если бы только у нас были эти кирки. Да, нам должны были прислать несколько шахтерских кирок. Мы можем обойтись без всего другого, но кирки нам крайне необходимы. Без них мы ничего не сможем сделать в шахте. Ты еще не осмотрел обломки? Есть небольшой шанс, что часть груза уцелела при кораблекрушении. Если ты наткнешься на них, я с радостью заплачу тебе. Да, 6 штук. Получается, по 500 он их покупает. Все, это мы продали. Саблю нам не дали, да и бог с ней, она беспонтовая. Уникальная, но беспонтовая. Значит, что у нас получается? Нужно доложить. Я думаю, что докладывать я пойду без ребят. Оставим их пока здесь. Используем, наверное, вмешательство. Вроде бы должно меня кидать в форт вмешательством. Мистицизм подрос. Да. Вмешательство работает правильно. Значит, мы смело докладываем Говорите свободно. о выполнении задания. Что? Он потерян? Это неприемлемо. Я столько денег вложил в это предприятие. Хорошо, хорошо, придется послать еще один корабль. Не стой здесь просто так. Чем дольше я смотрю на тебя, тем больше я думаю об этом. Забирай, что тебе причитается, и уходи. Зайдешь ко мне через несколько дней. Дал всего 300 монет. Давайте спросим насчет повышения. Посредник. Ну, не все так быстро. И про акции. Как нам узнать про акции? Подожди, она у меня с собой? Да, акция у меня с собой.
А вот акция. Теперь она стоит 1100 монет. Хорошо, продавать мы ее, конечно, не будем. В общем-то, на этом, я думаю, мы серию с вами закончим. Я считаю, она вышла вполне удачной. Наш эксперимент с двумя наемниками тоже, я считаю, удачным. Единственное, да, нужно будет снабжать аргонянина стрелами. А в остальном все. На этом на сегодня. Спасибо за внимание и до новых встреч.